Видео создано при поддержке группы «Игра престолов». Валар Моргулис, друзья! Продолжая серию роликов о замках и домах различных регионов Вестероса, сегодня человек как можно подробнее расскажет всю известную информацию о Железных островах. Железные острова – один из регионов Семи Королевств, группа островов на западе Вестероса. От материка острова отделены заливом Железных людей, а с западной стороны их омывает Закатное море. Это бедный край, с трудом способный прокормить свое население. Обитатели Железных островов, железнорожденные, известны как свободолюбивые, но жестокие пираты. Они поклоняются утонувшему богу и в прошлом часто устраивали набеги на побережье Вестероса, а в период своего наибольшего могущества короли Железных островов правили обширными землями на материке. Железные острова находятся к западу от речных земель, к юго-западу от севера и к северу от западных земель. Собственно, всего островов в заливе Железных людей 31, но из них только 7 крупных и важных. Пайк – южный остров, владение правящего дома Грейджоев, где находится крупнейший город архипелага Лордпорт. Большой Вик – западный остров, самый большой по величине и по залежам руды. Старый Вик – священный остров, центр поклонения утонувшему богу, где в век героев стоял чертог Серого Короля, а позже на Вече избирали правителей железнорожденных. Харлоу – восточный, ближайший к материку и самый густонаселенный остров. Оркманд – трудопроходимый и гористый остров, откуда до прихода андалов правили островами короли Грей-Айроны. Черная волна – мало чем примечательный северный остров. Соленый утес – также мало чем примечательный юго-западный остров. Остальные острова в основном архипелаге гораздо меньше по размерам. На некоторых есть замки лордов или просто рыбацкие поселения. Другие используются для выпаса овец крестьянами соседних островов, но большинство необитаемы. К Железным островам также относится еще одна группа островов в Закатном море, откуда до остальных островов 8 дней пути. Остров Одинокий Свет и еще 13 окружающих его островков поменьше. Это открытые всем ветрам скалы, где устраивают свои лежбища котики и морские львы. Большой Вик, Оркманд и Харлоу богаты железной, оловянной и свинцовой рудами. Именно поэтому Железные острова и получили свое название. Здесь много рудников и шахт. Руда и металл – основные товары, которые вывозят с островов. Среди железнорожденных много умелых кузнецов и оружейников. Кузницы Лордпорта славятся качеством мечей, топоров и лад. Почва островов бедна и камениста, она больше подходит для выпаса коз и овец, чем для выращивания зерна. Если бы не дары моря, на островах каждую зиму наступал бы голод. Воды залива Железных людей изобилуют рыбой, берега островов – крабами и омарами. Железнорожденные также охотятся на китов и тюленей в Закатном море. Потребность в древесине для кораблей привела к тому, что леса на островах большей частью вырубили, хотя на Большом Вике леса все еще есть. 10 башен – замок дома Харлоу, самый новый замок Железных островов. Харлоу – один из богатейших и сильнейших домов Железных островов. Им принадлежит весь остров Харлоу, не самый крупный из Железных островов, но при этом самый густонаселенный и богатый. Все остальные дома острова являются их вассалами, в том числе Волмарки, Стоунтри, Майры и Кянингис Харлоу. Многочисленные младшие ветви Харлоу – Харлоу из Башни Мерцания, Харлоу из Ведьминого холма, Харлоу из Серого сада и Харлоу из Харлоу-холла владеют еще несколькими замками по всему острову. Еще не так давно родовым замком Харлоу был древний Харлоу-холл. Но лорд Тамар Харлоу, прадед нынешнего лорда Харлоу, у которого последовательно родились и умерли в колыбели 3 сына, обвинил в этом сырость и дурной воздух Харлоу-холла и отстроил на другом месте новый, более просторный и сухой замок 10 башен. Вышеупомянутый Харлоу-холл на данный момент принадлежит младшей ветви Харлоу. Нынешний глава этого дома – Зигфрид Харлоу, по прозвищу Зигфрид Сребровласый. Ведьмин холм – родовой замок еще одной младшей ветви Харлоу с Ведьминого холма. Нынешним его владельцем является Боромунд Харлоу по прозвищу Боромунд Синий. Башня Мерцания – родовой замок дома Харлоу из Башни Мерцания. Нынешним владельцем замка является Хотто Харлоу, также известен как Хотто Горбун. Серый сад – родовой замок Харлоу из Серого сада. Сир Харрас Харлоу, владелец замка, известен как рыцарь Серого сада. Харрас посвящен в рыцари, что редкость на Железных островах. Он также владеет мечом из валерийской стали Сумрак. Навершие меча изготовлено из лунного камня.
Из железнорожденных первым владельцем этого меча был Далтон Грейджой, также известный как Красный Кракен. Замок Майров, ныне вассалов дома Харлоу, которые когда-то были их злейшими врагами. Замок Каннингов с Харлоу, ныне вассалов дома Харлоу, которые когда-то, как и Майры, были их злейшими врагами. Волмарк, родовой замок дома Волмарков. Говорят, что в них течет черная кровь, так как они были кровно связаны с когда-то могущественным, но ныне вымершим домом Хуаров, о котором я расскажу позже. Во время завоевания Эйгона, Курен Волмарк, несовершеннолетний лорд Харлоу, был первым, кто претендовал на корону железнорожденных после того, как был сожжен Харенхолл и род Хуаров прервался. Его бабушка была младшей сестрой Харвина Тяжелорукого, и на этом основании Волмарк объявил себя законным наследником Черного рода. Вскоре появились и другие претенденты, что обеспокоило Эйгона Завоевателя. И во втором году от завоевания Эйгона железнорожденные пали, когда он прилетел на Большой Вик верхом на Балерионе, сопровождаемый с моря большой военной флотилией. Эйгон собственноручно убил Корена Волмарка своим мечом. Камнедрев или Стоунтри – замок одноименного дома Стоунтри. Замок Тауни находится на востоке острова Оркманд. На нем также находится замок дома Орквудов, который носит название Орквуд. На острове Оркманд также находится владение одной из младших ветвей дома Гудбразеров. Угасшие королевские династии Грей Айронов и Хуаров, о которых поговорим позже, также происходили с Оркманда. Черная волна, самый северный из 7 крупнейших железных островов, является владением дома Блэктайдов. Их замок носит то же имя, что и остров – Черная волна. На острове Соленый утес находятся владения еще 2 домов – это Солтклиффы и Сандерли. Остров Старый Вик считается священным. Именно здесь в век героев находился престол полулегендарного Серого Короля. На нем находится холм Наги, увенчанный исполинским скелетом Наги, морского дракона, убитого Серым Королем, возле которого и происходит вече, где железнорожденные выбирают себе королей. На острове находится поместье 3 домов. Замок дома Драммов. Драммы – родовитый и славный дом, насчитывающий не менее чем 800-летнюю историю, хотя и обедневший к нынешним временам. Драммы владеют валерийским мечом Багряный дождь, который один из представителей этого дома, Хильмар Драм, много веков назад отнял у рыцаря из зеленых земель. Камнедом или Стоунхаус – замок дома Стоунхаузов. Камнелом – крепость дома Гудбразеров из Камнелома, одной из младшей ветви дома Гудбразеров. Пеблтон – селение на берегу моря на острове Большой Вик. В городке проживает несколько тысяч рыбаков. Их хижины облепили имение дома Мерлинов, приземистую башню с маленькими башенками на каждом углу. Замок дома Спаров. Хаммерхорн – замок дома Гудбразер, построен на утесе острова Большой Вик, примерно в 30 километрах от берега. Хаммерхорн – каменный замок с железными воротами. Камень для его возведения добывали из того же самого утеса, на котором он стоит. Под стенами замка множество входов в пещеры и старые рудники. Гудбразеры – один из немногих домов на Железных островах, что не претендует на происхождение от Серого Короля. Тем не менее, своим предком они называют его верного старшего брата. Это древний и славный дом, многие представители которого были выбраны королями Железных островов. По количеству выбранных королей они уступают лишь дому Грей Айронов. Расселина – замок Гудбразеров из Расселины, младшей ветви дома Гудбразеров. Вороний шпиль – замок Гудбразеров с Вороньего шпиля, младшей ветви дома Гудбразеров. Мертвое озеро – замок Гудбразеров с Мертвого озера, еще одной младшей ветви дома Гудбразеров. Мыс Тюленья шкура – крайняя западная точка острова Большой Вик, владельцем которого является дом Фарвинд. Одинокий свет – самый дальний из Железных островов, расположен в 8 днях пути к северо-западу от Большого Вика, является владением дома Фарвиндов с Одинокого света. О существовании территорий западнее Одинокого света ничего не известно. Фарвинды с Одинокого света – младшая ветвь дома Фарвиндов. По слухам, представители этого дома являются оборотнями и способны перекидываться в морских львов, моржей и даже пятнистых китов. Лордпорт – поселение на острове Пайк, крупнейшее на Железных островах. Лордпорт мал, особенно по сравнению с городами на материке. Впрочем, Лордпорт располагает удобной гаванью, где останавливаются пришедшие на Пайк суда и идет торговля. Волнорез защищает гавань от моря. На прибрежных верфях строятся ладьи. Дом Ботли правит Лордпортом из замка на холме.
Это приземистая каменная крепость с угловыми башнями, построенная недавно. Еще во времена детства Тиона Грейджоя замок Ботли был слеплен из бревен и глины. Дома в Лордпорте каменные, с крытыми дерном крышами. Возле пристани построена гостиница, принадлежащая Оттору Толстоногому. Сюда свозят свою руду для продажи за море, и Лордпорт славится своими кузнецами. Местные мастера изготавливают мечи, секиры, кольчуги и непревзойденные латы. В Лордпорте есть свои купцы, ведущие дела с торговцами из-за моря, грузчики, а также проститутки, обслуживающие моряков. Железная роща – родовой замок дома Винчей. Пайк – родовой замок дома Грейджоев. Их девиз «Мы не сеем». Пайк – важнейший замок Железных островов. Он находится на одноименном острове в архипелаге Железных островов, к северу от Отюса Кастерли и северо-западу от Риверрана и Харенхола. Берега острова омывают закатное море с запада и залив Железных людей с востока. Изначально Пайк был построен на мысе, глубоко выдающемся в море, подобно мечу. Однако за несколько тысяч лет волны раздолбили мыс, и осталось 3 небольших острова и около дюжины скал. Пайк на самом деле представляет собой несколько отдельных строений, стоящих на разных островах и скалах, и соединенных крытыми переходами или подвесными мостами, в зависимости от удаленности друг от друга. Строения выстроены не в ряд, и из самой дальней морской башни можно видеть, что происходит у ворот замка. На собственно острове Пайк стоит только стена с башнями, охраняющая большой каменный мост между сушей и большим замком. Это выгнутый навстречу дороге каменный полумесяц между двумя утесами, с воротами посредине и 3 прямоугольными башнями с каждой стороны. За крепостной стеной на небольшом участке суши протяженностью около 45 метров помещались конюшни, псарня и другие хозяйственные строения. Здесь же в загонах держали овец и свиней. Собственной якорной стоянки в замке не было. Более смелые капитаны-островитяне могли пройти между составляющими замок Пайк островками прямо под каменным мостом. Менее храбрые южане огибали замок со стороны моря. Большой замок – главное строение. Здесь, в Великом Чертоге, способного вместить не менее 400 человек, находится каменный морской трон в виде огромного кракена. Чтобы попасть из большого замка в морскую башню, надо миновать 3 узких подвесных моста. Кухонный замок. Здесь, судя по названию, живет замковая челядь и находятся кухни. Кровавый замок. Покои здесь больше и лучше обставлены, чем в морской башне, но холоднее и сырее. В главных покоях потолки такие высокие, что теряются во мраке. За 1000 лет до событий саги здесь было совершено кровавое убийство. Сыновья речного короля, видимо гостившие в замке, были убиты в своих постелях, а их изрубленные тела отправлены отцу на материк. Морская башня. Круглая зубчатая башня на самом дальнем краю бывшего мыса. Самая старая в замке. Низ башни побелел от морской соли, верх оброс лишайниками. Зубчатый венец почернел от копости сторожевых костров. Наверху башни развивается флаг Грейджоев. Здесь находятся покои лорда Грейджоя и его семьи. Сложенный из черно-серого камня, замок практически сливался со скалами и производил мрачное, гнетущее впечатление. Внутри замка, как правило, было сыро и холодно. Обстановка замка соответствовала общему спартанскому духу Железных островов. Ночной штурм неприступного Пайка войсками Роберта Баратиона и Эддарда Старка стал финалом восстания Грейджоя. Роберт и его солдаты с помощью катапульт разрушили одну из южных башен во внешней стене и ворвались внутрь через пролом. При этом штурме отличились красный жрец Торос из Мира. Он первым ворвался в брешь с огненным мечом в руках, северянин Джорах Мармонт и Джаселин Байвотер, потерявший при штурме руку. Бейлан Грейджой позже восстановил башню, но новострой все еще можно отличить от остальных башен, более темных и обросших лишайником. На Железных островах есть еще несколько домов, но о землях которых ничего не известно. Это такие дома, как Айронмейкеры, Нетли, Уиверы, Хамблы, являющиеся потомками рабов и морских жен, Кодды с девизом «Вопреки людскому презрению», Шарпы и Шеперды. В следующей части ролика речь пойдет об истории Железных островов, важнейшую роль в которой занимали ныне вымершие дома Грейт-Айронов и Хуаров. Железные острова были заселены первыми людьми много тысяч лет назад. Жрецы утонувшего бога рассказывают, что предки железнорожденных вышли с дна моря, но вероятнее, что первые поселенцы прибыли с материка. На островах не росли чардрева
не жили дети леса и великаны, так что люди были первыми обитателями этих земель. Легенды, впрочем, утверждают, будто морской трон, кресло из маслянистого черного камня, сделанное в форме кракена, уже стоял на берегу острова Старый Вик, когда первые люди только высадились на него. Возможно, его оставили глубоководные или еще какие-то неведомые пришельцы из-за закатного моря. В век героев жил легендарный герой островов – Серый Король. Согласно преданию, он правил не только островами, но и морем и был женат на русалке. Серый Король убил морского дракона Нагу и поставил из его костей чертог, из которого якобы правил островами 1007 лет. Чертог Серого Короля обогревался живым огнем Наги, но после смерти короля этот огонь потух, и чертог был заброшен и разграблен. На священном для современных обитателей островов холме Наги на острове Старый Вик можно видеть окаменевшие ребра Наги, 54 ребра, торчащие из земли, все, что осталось от чертога Серого Короля. Легенды рассказывают о других королях и воинах века героев: Торгане Ужасном, Джорле Ките, некроманте Дагане Драмме, Хротгаре Спайка, который якобы владел рогом, способным призывать кракенов из моря, Ральфе Оборванце со Старого Вика, Бейлоне Черной Шкуре, чью непребываемую кожу не брало оружие, и других. Верховного правителя островов Железного Короля избирали навече из числа королей соли и камня, отдавая власть самому достойному. Считается, что этот обычай вел великий пророк Гейлан Белый Посох. Установленные этим жрецом законы запрещали железнорожденным воевать друг с другом, воровать друг у друга жен или грабить берега соседа. После Серого Короля в разные времена островами правили следующие знаменитые монархи, избранные навече: Урас Грей-Айрон по прозвищу Железная Нога, Сайлас Плосконосый, Харак Седой и Старый Кракен. Серый Король носил корону из зубов Наги, но она, видимо, была утеряна, и избранных навече королей короновали короной из плавника, то есть вынесенных на берег щепок и деревяшек, считающихся священными. Король Корет Хор, выбранный навече задолго до того, как его потомки основали династию Хуаров, был самым могущественным монархом эпохи королей плавника и собирал дани со всего западного побережья Вестероса, от Арбора до Медвежьего острова. Он справедливо хвастал тем, что власть его простирается повсюду, где люди чуют запах соленой воды и слышат плеск волн. Корет еще в молодости разграбил Старомест, а позже выиграл 2 войны с речными землями. После первой он обложил королевство Джастменов данью и взял 3 принцев, сыновей Бернарда II Джастмена, в заложники, а когда очередная дань от речных земель не поступила, убил их. После Кореда могущество королей плавника уменьшилось, материковые королевства становились все сильнее, и Гарнеры и Хайтауры первыми сбросили из себя иго железнорожденных. Наконец, Уран Грей-Айрон с Оркмонта прервал традицию выборов. Он привел навече своих дружинников с топорами, которые перебили других претендентов на трон. После этого династия Грей-Айронов передавала престол от отца к сыну, правила островами 1000 лет до самого вторжения андалов. Однажды, после смерти одного из королей Грей-Айронов, было созвано вече, и королем стал Ураган Гудбразер. Однако вскоре сын покойного, Тораган Грей-Айрон, сверг Урагана и вернул власть своей семье. Андалы вторглись на Железные острова спустя 1000 лет после их первой высадки в долине Ариен. Несмотря на прошедшие века, это завоевание было таким же свирепым и энергичным, как и в других областях Вестероса, и закончилось покорением всех островов. Андальские завоеватели перемешались с первыми людьми, так что в жилах Грейджоев и других современных домов течет и андальская кровь. Род Грей-Айронов во время андальского вторжения пресекся, и к власти пришла новая династия – Хуаров. Новые андальские короли первым делом попытались установить на островах поклонение Семерым, но местные жители не приняли новую веру. Даже потомки от смешанных браков не придерживались веры в Семерых, и постепенно поклонение утонувшему богу стало единственной верой островов, как и в век героев. Харен Хуар, последний король из династии Хуаров, все еще правил большими землями на материке, от Перешейка до Черноводной, то есть современными речными и королевскими землями. Харен попытался выстроить столицу на материке, построив гигантский замок Харенхолл. Эйгон I Таргариен осадил и сжег Харенхолл с помощью дракона. Власть в речных землях была передана речным лордам. Железные острова превратились в заштатную западную провинцию нового государства Таргариенов. Подчинив себе архипелаг, король Эйгон
позволил островитянам самим выбрать себе нового правителя, и верховным лордом стал Викон Грейджой Спайка. Старый закон был упразднен, установленный Таргариенами королевский мир воспрещал островитянам, как прежде, нападать и грабить соседей. Около 210 года от завоевания Эйгона лорд Дагон Грейджой поднял восстание против власти Таргариенов, восстановив старый закон и объявив о намерении завоевать Закатное море, то есть западное побережье Вестероса, когда-то уже принадлежавшее железнорожденным. На первых порах им сопутствовал успех. Налеты Дагона на побережье до сих пор помнят на Светлом острове и в Просторе. Берон Старк и Ланнистеры объединились против островитян, но были разбиты. Говорили, что Дагон оттаскал льва за бороду и завязал узлом хвост лютоволка. Однако Таргариены, король Эрис I Таргариен и его десница, фактический правитель страны Бринден Риверс, разделались с восстанием Дагона. В 289 году от завоевания Эйгона, спустя 6 лет после свергнувшего Таргариенов восстания Роберта Баратиона, Бейлон Грейджой последовал примеру своего предка и зашел даже дальше. Подняв восстание Бейлона Грейджоя, он не только восстановил старый закон, но провозгласил себя королем Железных островов. Хотя и в этот раз железнорожденные успешно вступили в войну, начав ее с сожжения флота Ланнистера в Ланниспорте, после этого их ждал разгром. Атака на Сигард была отбита. Морское сражение у Светлого острова против флота Станниса Баратиона проиграно. А после этого Роберт Баратион и Эддард Старк высадились на островах и взяли Пайк штурмом. Бейлону было позволено остаться правителем островов, но его единственный оставшийся в живых сын Тион был взят в Винтерфелл в качестве заложника. На этом ролик о Железных островах подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился и вы поддержите его своим королевским лайком. Видео получилось немного длиннее, чем обычно, и я надеюсь, что вы все же досмотрели его до конца. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики. Также буду рад вас видеть в группе канала во ВКонтакте и на страничке в Инстаграме. Спасибо за просмотр, всем пока!